Vivolog, Apple Log. Vivolog, Apple Log. Какая картинка круче? Если все еще непонятно, то давайте попробуем поменять их местами. Apple Magic. Нихао, комрад! Ты на канале Марк Викторсон. Со мной ты и на Китай посмотришь, и о смартфонах узнаешь. Про Китай я рассказываю преимущественно у себя в телеграм-канале Марк Викторсон Originals. По ссылочке в описании можно зайти и неплохо провести время, пообщавшись там с комрадами в комментариях. А в этом ролике мы с тобой столкнем лоб к лбу Vivo X200 Ultra и iPhone 16 Pro. Чтобы демифилогизировать очень популярное заблуждение, якобы айфоны до сих пор непревзойденные короли видеосъемки. На самом деле у айфонов есть несколько очень важных аспектов, из-за которых айфоны до сих пор считают королями видеосъемки. Но на самом деле, если мы говорим про именно качество, то как только на андроидах появился Motion Cam, который снимает RAW-видео с сенсоров, как только у Android-смартфонов появились более крупные сенсоры, чем на айфоне, точка в этом разговоре уже была поставлена. Но в этом видео мы будем сравнивать именно логарифмическое видео, потому что его гораздо проще обрабатывать. На самом деле с ним очень мало заморочек. Я продемонстрирую в этом видео, как легко и быстро покрасить любое логарифмическое видео в DaVinci Resolve, потому что есть несколько секретов. Если неправильно это делать, можно все очень сильно испортить и будет, в общем, некрасиво. Так вот, перед тем, как мы с вами выясним, что такое логарифм, зачем он нужен и как его правильно красить, нужно сделать два маленьких объявления. Во-первых, я занимаюсь поставками из Китая, поэтому если вам нравится, чем я занимаюсь, если вы хотите поддержать мой YouTube-канал и меня лично, можно совершить заказ у меня в магазине. Причем я могу поставлять не только телефоны, ноутбуки для личного пользования, но и товары для бизнеса. Мы выкупим что угодно с любых китайских площадок, фабрик, заводов, с любых маркетплейсов и доставим это и не только в Россию, но и даже в Европу и СНГ, и в том числе в Украину. Поэтому милости просим, заходите к нам в гости. И второе объявление заключается в том, что я запустил свой собственный VPN, который будет работать не только в смартфонах, ноутбуках и компьютерах, но даже и в роутерах, что позволит VPN-ить всю домашнюю сеть, что позволит смотреть ролики в YouTube на Smart TV с хорошим качеством. Поэтому, если вы хотели смотреть ролики в YouTube не на телефонах с VPN, а на телевизорах, можете купить мой VPN по ссылочке в описании, вся информация доступна. На текущий момент еще для роутеров профиль не готов, а это я ролик снял в мае. В июне-июле мы уже выпустим полноценный профиль, который можно будет встраивать в роутеры, в первую очередь фирмы Asus. Ну и для других некоторых моделей роутеров тоже это можно будет, в принципе, реализовать. Такие вот технологии. Ну и для того, чтобы сравнение было максимально адекватным и полноценным, тестировать будем сразу несколько разных сценариев видеосъемки, потому что не все снимают себя в логарифме со штатива, многие просто снимают либо себя, либо то, что их окружает, на смартфон без всякого дополнительного обвеса. И это действительно очень популярный сценарий. Посмотрим, насколько хорошо Vivo может показать себя именно в таких вот банальных вещах. Просто в авторежиме. Это сейчас я себя снимаю на сверхширик X200 Ultra против iPhone 16 Pro. Вот он у меня здесь находится. Кстати, сейчас я вам покажу свою студию, пока свет будем отключать. Это вот, значит, у меня тут гадоксовский фонаричек. Он стоит в районе 100 юаней, недорогой. Это вот у меня, значит, чтобы светить на шторы сзади, вот такой красивый объем давать. 40-ваттный G-Yun 5-Ray. Еще один дает мне блик на моей щеке. Тоже отключим его. Так. Это все приходится руками включать-выключать. Вторую половину своего шоурума сейчас снимем на iPhone в 4К 60. Просто в обычном видео авторежиме. Так, это у нас, значит, 23 мм айфона. Выключаем палочки от Godox, которые заполняют мне задний план синим. Это вот у меня основной свет. 23 мм на айфоне, конечно, не так широко, как 14 на Vivo. Вот такая вот у меня студия унылая, без освещения. Выйдем с вами на улицу и покажу я вам сейчас, куда мы отправимся с вами снимать основное тело этого теста. Вот у нас основа, сверхширик 2X. Такое приятное переключение с ускорением, с замедлением. Но вот этот момент, обратите внимание. О, сейчас нормально. Но все равно дергается. На 5X дергается. На сверхширик нормально, а на 5X дергается. Смотрим теперь на Vivo. 85 мм, 35 мм, 85, 35 тоже дергается. Но от раза к разу то лучше, то хуже дергается. Вот смотрите, сейчас уже лучше. Он обучается, что ли, или что? Теперь на сверхширик 85, сверхширик, основа, сверхширик, основа. В принципе, достаточно плавное. И особенно переключение на телевик. Оно то плавное, то не плавное. С чем связано, не знаю, но нормально. В общем, отправляемся мы с вами в этот парк.
Кстати, я нашел способ снимать на Vivo X200 Ultra на 23 мм без кропов. Знаете как? На фронталку. Здесь просто, как и на любом другом смартфоне, установили 23-мм оптику на фронталку. Об этом мало кто говорит, но на самом деле в Vivo X200 Ultra есть 23-мм оптика. Без кропа на нее можно спокойно снимать и получать неплохое качество днем. Ночью мы, конечно, уже видели, что получается такое себе. Давайте сравним сейчас дневную съемку с iPhone. Считается, что у айфонов одна из лучших фронталок в индустрии, и не зря считается, потому что посмотрите на динамический диапазон, вроде бы, да, вот посмотрите на вивасике, у меня лицо темное, и небо без каких-либо оттенков голубого. А на айфоне небо голубое, и мое лицо при этом светло. Очень хороший, вроде бы, динамический диапазон, да? Смотрим с вами теперь в целом на цветопередачу. На айфоне, конечно, я какой-то розово-морковный, как всегда. В Apple не учится из поколения в поколение одно и то же. Но на вивасике какое-то желтое гепатитное лицо тоже не предел мечтаний. Однако поле зрения на айфоне шире, чем на Vivo, потому что на Vivo стабилизация отъедает больше полей, чем на айфоне. И вот теперь, посмотрите, когда мы не наводим смартфон на небо, посмотрите на мои плечи. Что iPhone делает? Выбивает мне плечи. Только что вот мы направили на небо, да? И он включает каким-то образом динамический HDR, а вот на вивасике ничего не меняется, и у меня плечи не выбиты. Какие-то вообще удивительные курьезы. Пройдемте с вами немножко, чтобы посмотреть на стабилизацию. Это вот у нас iPhone, это вот у нас Vivo. В целом, конечно, можно было поставить в Vivo фронталку и покруче, но если против света снимать, в принципе, лицо выходит нормального, достойного цвета. По совокупности, конечно, можно в целом отдать предпочтение картинке с iPhone, да, по совокупности. Но и вивасик тут не сильно уступает вроде бы. Переключаемся на основные камеры. Ну, давайте на всякий случай еще раз посмотрим на вот этот вот эффект, потому что мне показалось это слишком любопытным. Давайте заострим на это внимание. Смотрите на небо за моей головой. Вот оно то появляется, то пропадает. Я не пойму, как они пришли к тому, что это должно быть реализовано именно так. Но теперь, один раз увидев, как это появляется и пропадает, я не могу это развидеть. Вот так вот у меня плечи нормальные, а вот так вот выбитые. Смотрите на мои плечи. Просто выбито все. Здесь нет никакой информации, это просто белый участок. А вот так вот на плечах у меня появляется информация. Ладно бы только небо пропадало. Но у меня пропадает информация с плечей. У меня на шапке тоже какие-то засветы появляются некрасивые. И вроде бы вот здесь вот нужен, да, расширенный динамический диапазон. Но нет, я не заслуживаю динамического диапазона, а небо заслуживает. Apple. Теперь смотрим с вами на сверхширики. Это у нас, значит, 14 мм с Vivo X200 Ultra, а это 13 мм с iPhone 16 Pro. Еще раз, 14 мм с вивасика, значительно уже кадр, чем 13 с iPhone. Не в последнюю очередь из-за того, что на iPhone более эффективная стабилизация, но и 13 мм это сильно шире, чем 14. Однако, смотрите, на iPhone мы можем, вот так вот зайдя в настройки, отключить улучшенную стабилизацию, что еще чуть-чуть расширит поле зрения. И теперь на iPhone прям-таки сильно шире поле зрения, чем на вивасике. Но мы можем сделать и на вивасике стабилизацию более слабой. И поэтому 14 мм с вивасика могут соответствовать 13 мм с iPhone практически один в один. Смотрите, вот эта вот доска слева, да, на iPhone и мост справа. И на вивасике практически идентично. Теперь вот эта вот разница в поле зрения не настолько сильно бросается в глаза. Очень круто. Теперь пройдемте с вами немножко вот так вот. Посмотрим на цвета в целом. Пока в кадре не появляются люди, в принципе, очень похожи по цветам. Нормальные цвета неба, нормальные цвета зелени. Смотрим с вами на закат. Посмотрите, какое красивое закатное солнце сквозь деревья. Сейчас я вам покажу еще свою кожу на айфоне. Спойлер, она будет смотреться чуть лучше. Зумим с вами теперь до одного поля зрения. Вот у нас 1х на айфоне. И чтобы получить такое же поле зрения на вивасике, зумим до 23 мм. Смотрим 23 мм на айфоне, 23 мм на вивасике. Примерно одинаковое поле зрения. Что у нас по качеству? По качеству, конечно, на айфоне чуть-чуть лучше. Но сейчас мы начнем зумить дальше, и мы увидим то же самое отставание после 23 мм у iPhone, что и у Oppo в моем предыдущем ролике. Вот у нас 1.5х с iPhone, зум до 35 мм на вивасике. Поле зрения примерно одинаковое, да? И на вивасике картинка сильно чище, чем на iPhone. Можно посмотреть еще вот сюда, так, чтобы тоже лучше было видно. Поле зрения примерно одинаковое, да? 1.5х на iPhone, 35 мм на вивасике. Смотрим теперь снова на закат. Давайте 2х на iPhone. И примерно будет у нас 45 мм на вивасике.
Качество как вам с айфона, с короля видеосъемки? Посмотрим вот сюда, вот в угол. На кирпичах хорошо должно быть видно, что Vivasic сильно шумодавит. Это, конечно, не круто. Я уже написал в техподдержку, чтобы они сделали шумодав послабее, потому что такой агрессивный шумодав, это, конечно, не круто. Смотрим с вами 85 мм на Vivasic и зумим туда же на айфоне. Это у нас будет примерно сколько? Примерно 4х, да? 3,7х. Давайте, ну, 4х сделаем, вот так вот. И кто теперь король? Окей, хорошо. Для iPhone это цифровой зум. Но iPhone у нас сильно теряет в диапазоне, да? Из-за того, что у нас после 1х идет сразу 5х. Смотрим теперь на закат. Листочки, смотрите, какие у нас четкие на Vivasic. Окей, хорошо, не будем издеваться. Делаем 5х на iPhone. Вот у нас теперь качество стало сильно лучше. И зумим с вами до примерно 120 мм на Vivasic тоже. И как вам картинка теперь? Как закат? Смотрим куда-нибудь еще. Опять же, на вот эту вот самую замечательную красную мишуру посмотрим. Красный цвет всегда смартфоном давался очень тяжело. Посмотрите, как у нас красиво это все iPhone отрабатывает. И как у нас красиво это отрабатывает Vivasic. Вот у нас, значит, такой вот телеобъектив на Vivasic. Зум обратно 14 мм, 85, 14, 85. Теперь на iPhone. 1х, сверширик, 5х, сверширик, 5х. Ну а теперь посмотрим на влог. Начнем со сверширика айфона. Здесь 13 мм, напоминаю, с ослабленной стабилизацией. Единственное, к чему я всегда сильно придирался на айфонах, это странные цвета кожи. И, к сожалению, в данной конкретной ситуации цвета кожи на айфоне лучше, чем с Vivasic. Не знаю, почему так, но сейчас вы все сами увидите. В общем-то, горчичные цвета кожи – это порок Vivo. Я за это Vivo не люблю, поэтому в основном снимаю себя в Pro режиме с отключенным шумодавом. Но раз у нас идет сравнение полного авторежима, показываю, что в этом авторежиме по цветам кожи Vivo сливает айфону. Как бы это странно ни звучало, всегда говнил iPhone за цвета, а Vivo в этом деле еще хуже. Но просто на iPhone, чтобы получить более крутые цвета, нужно всегда заморачиваться с логарифмом, о чем мы поговорим чуть позже. А на Vivasic достаточно просто переключиться в Pro режим и выставить вручную баланс белого. Немножко занизить экспозицию, и будет нормальный цвет кожи. То есть можно прям в камере в Vivo настроить нормальные цвета кожи, а на iPhone только с постобработкой. Вот так вот. О, приехали. Замечательное поведение фрукта из рощи Купертино. Когда андроиды лагают, все, даже не думая о покупке этого говна, выкинь его. Но когда iPhone вот так вот себя ведет, это замечательно. Ты что, священный баг. Вот такая вот у нас, в общем, паралимпиада. Начинаем съемку. Это у нас сверширик Vivo X200 Ultra, а это сверширик iPhone 16 Pro. Конечно, 13 мм шире, чем 14, но на этом преимущества iPhone заканчиваются. А еще интересный момент. Посмотрите внимательно на траву внизу кадра. Особенно в угол. Когда я иду, она в кашу. Как только я прекращаю идти, двигаться, внезапно картинка становится резче. Начинаю движение, снова каша. Все, резкая картинка. А вот это Vivo, смотрите. Двигаешься, стоишь, все чистое, резкое, никаких артефактов. Еще раз посмотрите, особенно в углы на айфоне. Это вот именно тот самый алгоритм, который кадры сшивает, чтобы картинка казалась более плавной. И на сверширике, особенно вот когда освещения мало, этот эффект очень сильно виден, особенно на траве. Давайте с вами немножко пройдемся, посмотрим на вот этот бензовоз. Тут я еще один интересный баг поймал. Сейчас я вам покажу, как себя замечательно ведет iPhone 16 Pro. Пытаемся зазумить, и телевик не включается. Зачем нам телевик? Ты покупаешь iPhone не для того, чтобы снимать ночью на телевик. Кому вообще это надо, снимать ночью на телевик? Вот если мы поймаем определенный ракурс, его сейчас начнет колбасить. Он не может определиться, включаться или нет. Достаточно здесь света или недостаточно? Вот, смотрите, не может определиться, включаться ему или нет. Забавно. Ну, давайте не будем о плохом. Смотрим с вами сейчас на 2х и смотрим на 35 мм где-то на Vivasi. Вот так вот преимущество Vivasa видно, да, над айфоном. А если мы отзумим назад на 1х на айфоне и примерно на 23 мм на Vivasi, то Vivas начнет терять фокус. Вот тоже тебе приходится кнопочкой фокуса помогать ему вот так вот, чтобы он фокус не терял. Налево, направо, смотрим туда-сюда, снова фокус потерял. Давай, дружище, приобретай фокус. Вот такие вот приколы. Ни на то положиться нельзя ночью, ни на то. Давайте с вами посмотрим теперь вдаль.
замечательная вот эта арка. Так как у нас уже практически 11 часов ночи, я могу прямо посреди дороги вот так вот встать. Зумим на айфоне 15X, вот тебе сразу. И зумим на Вивасе 230 мм, это 10X. И давайте вот так вот смотрим, где-то 360 мм, да? Сложно сказать, кто из них здесь однозначно лучше, но шумов на картинке с айфона точно больше. Как-то так. Ну и финальный штрих в этой паралимпиаде ночных авторежимов. Снимаем вот так вот на фронталке. Качество, конечно, на айфоне чуть-чуть повыше, и цвета чуть получше, детализация чуть повыше. Тут, конечно, Вивас вообще сливает. Смотрите, какая плоская рожа на Вивасе, абсолютное днище. С айфона более-менее даже годная картинка. Ой, ой, все, пора домой. Несмотря на важность наличия в любом адекватном камерафоне годного авторежима, на который всегда можно положиться, чего, например, не понять владельцам Xperia, потому что для них авторежим — это шутка, это прикол, добавленный в Xperia, так как сколько-либо нормальные фото или видосы на Xperia можно снять только в PRO-режиме. Так вот, на нормальных камерафонах этот самый PRO-режим — это не роскошь, которая вот для того, чтобы компенсировать кривоту авторежима, а инструмент для достижения творческих задач, конкретных творческих задач. Вот сейчас я себя снимаю в этой студии с низким ключом. И если я снимаю в авторежиме, то он все пересвечивает. А мне нужен низкий ключ. И я могу настроить на Вивасике выдержку кратную частоте мерцания своего светильника, так как у нас в Китае тоже, как и в России, частота переменных сетей 50 Гц. Я выставил выдержку 1/100 и мерцания нет. А вот на айфоне я не могу этого сделать. Я не могу в числовых значениях указать выдержку. Все, что я могу сделать, это тапнуть так вот пальцем в экран и потянуть вниз, чтобы картинка была темнее. И все. И, конечно же, в случае, если человек вообще не запаривается по жизни, этого достаточно. Но вот как раз таки в таких ситуациях, когда снимаешь с искусственным светом, особенно себя со штатива, да, где-нибудь в студии, этот самый ручной режим — это не роскошь, а потребность, это необходимый для достижения творческих задач инструмент. И единственный способ на айфоне снимать с ручными настройками — это скачать стороннее приложение камеры. В случае с Вивасиком все можно сделать прямо в родном приложении камеры, без необходимости чего-либо скачивать. И на всякий случай я на айфоне отключил пространственный звук, потому что, насколько я понял, пространственный звук плохо, в общем, записывает голос. Я переключил в стерео и отключил на всякий случай также шумодав. Надеюсь, что это улучшило качество записи голоса во время видеосъемки. Так вот, давайте посмотрим, чего iPhone может в логарифме. А вот так вот выглядит Apple Log, снятый через Blackmagic камеру на iPhone 16 Pro без покраски. И серый он не просто так. Дело в том, что когда мы записываем картинку в контрастном профиле, она содержит много информации в средних тонах, но при этом информация в тенях и в светлых участках кадра гасится. Таким образом создается контраст. Но когда мы снимаем в логарифме, у нас записывается много информации и в тенях, и в участках кадра с высокой яркостью. И, конечно же, записывается информация в участках кадра со средними тонами. И мы сами можем решить на посте, какой контраст мы хотим получить. То есть, накидывая, допустим, вот так вот конвертацию в контраст, мы получаем такую картинку. Теперь мы корректируем яркость. Теперь мы корректируем баланс белого. И делаем картинку немножко резче. Вот такая картинка получается в итоге после всех конвертаций. Как это делается, я покажу в самом конце ролика. А вот это вот у нас Vivas. На всякий случай вынужден сделать здесь небольшой, но очень важный комментарий. Я вот только сейчас осознал, что это я весь такой, со своей высоты видеографа, рассказываю про логарифмы и т.д. и т.п. Но абсолютному большинству людей, в абсолютном большинстве случаев, не нужен логарифм. Он и мне не всегда нужен, я в нем только для Ютуба снимаю ролики. И прикол в том, что как раз таки, когда нужно просто получить другую яркость и другой цвет, есть ручной режим, в котором не обязательно разбираться в кельвинах, в ISO, выдержках. Можно просто на глаз вот этот ползунок экспозиции подвигать так. Ярче, темнее, теплее, холоднее, краснее, зеленее. Получил необходимый цвет, получил необходимую яркость, и все, снимаешь себе сразу готовый под нарезку и склейку материал, без необходимости ковыряться в этом материале на посте. Это очень важно понимать, потому что я только сейчас осознал, что iPhone как раз таки этого варианта не дает. Там либо ты снимаешь в полном авто и не вякаешь, либо ты лезешь уже в сторонние приложения, осваиваешь логарифм, профессиональную покраску, монтаж и все вот это вот. Осознать это очень важно. На айфоне либо авто, либо ты полностью заморачиваешься. А на Android смартфонах есть возможность получить необходимый цвет без необходимости покраски, прямо в камере. Это очень круто. Но Vivo идет еще на один шаг дальше. Конечно, и Sony, и Huawei тоже позволяют применять к видео, в 4К 60 даже Сонька умеет, цветовые профили, но на Vivas в портретном видеорежиме можно применять цветовые профили раздельно к человеку и окружению, и причем можно изменять глубину применения этих самых профилей, опять же, к окружению и к человеку, что позволит получать необходимые как бы цвета, необходимую атмосферу
еще с большей вариативностью, опять же без необходимости ковыряться во всем этом на посте. Выставил прямо на экране смартфона нужные цвета, снял, склеил, готово. Это очень круто. iPhone этого, к сожалению, не предлагает, а было бы здорово. А теперь мы возвращаемся обратно к нашим логарифмам. Получается серый профиль, накидываем конвертацию, немножко корректируем яркость, корректируем баланс белого и делаем картинку немножко менее резкой. И вот после всех этих манипуляций, посмотрите, вот это вот с айфона, это вот у нас картинка, значит, с Vivasa. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что картинка с Vivasa круче. И да, конечно, я понимаю, что это 35 мм, но iPhone стоит немножко ближе ко мне, чтобы поле зрения примерно соответствовало, чтобы я был примерно одинаковой крупности. И, конечно же, нет никаких искажений, потому что на таком расстоянии, когда я в центре кадра, ни на 23 мм не будет искажений, ни на 35. А вот так вот будет выглядеть картинка, снятая на нормальную камеру с нормальным объективом, а не на смартфон. И для тех, кто хочет мне в комментариях написать, мол, что ты рассказываешь о каком-то выдуманном преимуществе Vivasa над айфоном. Видно же было, что цвета почти одинаковые. Так вот, то, что у меня удалось практически одинаковые цвета кожи получить и на Vivasa, и на iPhone, больше заслуга моих рук, чем какого-то из этих смартфонов. Более того, в самом конце ролика, когда я буду показывать, как это все красить, вы убедитесь, что с iPhone получить такие цвета будет сложнее, потому что я по факту подгонял цвета с iPhone под цвета с Vivasa. Мне цвета с Vivasa понравились больше. И вообще, опять же, забегая вперед, скажу, что когда вы будете красить логарифм, результат больше будет зависеть от того, насколько у вас хорошо передает экран цвета, то есть насколько он хорошо откалиброван, во-первых. И во-вторых, от того, насколько у вас хорошее представление о цвете кожи в голове. Потому что когда вы будете все эти ползунки крутить, вы будете их крутить на глаз. И если у вас в голове нет хорошего представления о том, какой цвет должен в итоге получиться, у вас получится ерунда. Ну а теперь давайте с вами еще на всякий случай рассмотрим немножко технических примеров и уже потом перейдем, собственно, к тому, как это все видео правильно красить. Все сцены, которые вы сейчас увидите, я никак не корректировал. Они были сняты в полном авторежиме и переведены в контрастный профиль одной нодой. В принципе, на снятых днем сценах никакой разницы особо не видно. Здесь, в принципе, иногда можно придраться к тому, что баланс белого немножко отличается, но это все легко корректируется. Также видно, что на Vivasa картинка чуть-чуть четче, но это все, в принципе, не так важно. Здесь вот мы снимаем уже света чуть поменьше, разница в детализации уже начинает казаться более-менее явной. Но это еще более-менее достаточное освещение. Как только мы посмотрим на сцены, снятые, где света совсем мало, вот тут iPhone уже рассыпается на пиксели. Видно, что вместо детализации на iPhone просто каша. На сценах, снятых с хорошим контрастным светом, в принципе, на Vivasa картинка гораздо четче, чем на iPhone. Вы сейчас сами это увидите. С iPhone картинка какая-то немножко масляная, какая-то слишком мягкая. В целом уже видно, что картинка с Vivasa просто резче, четче. Хотя по динамическому диапазону, в принципе, если не тянуть, все выглядит нормально. А вот здесь вот на сверхширике с Vivasa картинка значительно четче. Посмотрите на кашу с iPhone. Это просто ужас. На Vivasa картинка и четче, и детальнее, и при этом стабилизация лучше. Просто посмотрите, как колошматит картинку с iPhone. И это та самая хваленая эффективная стабилизация. Ну да, конечно, с точки зрения чисто математики она эффективнее, потому что меньше краев отрезает. Но с точки зрения финального результата, то, что картинку с iPhone колошматит, это далеко не плюс. Плюс, посмотрите, она то темнее, то светлее. По экспозиции постоянно колошматит, потому что динамический диапазон на Vivasa просто круче. Теперь смотрим на сцену, где 35 мм с Vivasa против 23 с iPhone. Видно, что вот для такой вот предметной съемки все-таки 35 мм круче, потому что когда сцена плотнее, это на предметке смотрится выигрышнее. Плюс на iPhone тени черные. Смотрим теперь на еще одну сцену. Это 35 мм с Vivasa против 46 на iPhone. Это 2X с iPhone. Опять же видно, что на iPhone картинка немножко что-то то ли красная, то ли розовая какая-то. И окно выбито, смотрите. Ну, я ничего не делал, это просто снято в полном авторежиме. Теперь еще одна сцена. Это естественное освещение в помещении. Опять же видна небольшая разница в балансе белого, но это все корректируется. Зато видна большая разница в боке. Посмотрите, какая у нас красивая бокешка на Vivasa и как ее мало на iPhone. У нас еще одна контровая сцена. Тут, в принципе, можно было бы сказать, что на Vivasa картинка немножко выбита, но это не так. Я вам чуть-чуть позже покажу. Мы попробуем потянуть эту сцену. И смотрите, как сильно у нас падает контрастность, если светить прям против света на Vivasa. А на iPhone у нас блик. Не знаю, что хуже. Лично мне кажется, что с картинкой с Vivasa еще можно поработать. А вот этот вот блик на iPhone, он чаще будет неуместен, чем уместен. Тем более, что он какой-то неровный, кривоватый. Смотрим теперь на картинки, снятые в лоу-лайте конкретном. Это прям конкретный трэш. На Vivasa еще что-то с этим изображением можно сделать, а на iPhone просто мыльная каша. Стабилизация на iPhone тоже не самая крутая. В целом, конечно, Vivasa дает больше простора для обработки. Еще раз, не обращайте внимания на цвет, это все легко корректируется. Мы сейчас обращаем внимание исключительно на потенциал сцены. И с iPhone здесь уже ничего не сделаешь, это просто мусор. Смотрим теперь на сверхширик Vivasa против основы с iPhone. Здесь немножко лучше ситуация на iPhone, но все же с iPhone здесь особо ничего не вытянешь. Я вам чуть позже покажу, что с Vivasa здесь еще что-то можно вытянуть в принципе. Смотрим теперь на телевики. 85 мм с Vivasa со стандартной
стабилизацией против 120 мм 125 с айфона. Видно, что поле зрения примерно одинаковое, и картинка с айфона это просто поле из шумов. Реально, с этим ничего сделать нельзя. С Vivasa, конечно, картинка чуть темнее, но при этом она и детальнее, и с ней что-то можно сделать. Здесь что-то можно вытянуть, а на айфоне просто шумы. Это просто картинка в мусор. На iPhone в таких условиях вы просто не будете снимать. Еще одна сцена, чуть-чуть еще стемнело. Сверхширик Vivasa против сверхширика айфона. Здесь на айфоне вообще ничего не видно. Это просто мусор. Конечно, можно спорить с тем, что на Vivasa какие-то шумы, но эти шумы легко можно погасить, а из черноты на айфоне практически ничего уже не вытянешь. iPhone просто не уловил детали, которую можно было бы на посте как-нибудь потянуть. Это просто фейл. Все. Смотрим теперь на сцены, снятые ночью совсем на улице. Ну, это как ночь, там, 9 часов вечера. Опять же, на Vivasa видны шумы, но их можно погасить, а iPhone вообще ничего не уловил. Он все погасил, и я вам, опять же, чуть позже покажу, что вытащить отсюда что-либо невозможно. Динамический диапазон на iPhone и Vivasa в принципе сильно отличается из-за того, что Vivasa что-то позволяет вам вытащить из шумов, а iPhone все шумы утопил, он их как бы загасил. И из-за этого там все. Ну, это просто конец. Из этого ничего не вытащишь. Посмотрите вдаль. На Vivasa видны какие-то текстуры. На айфоне ничего не видно. Все. Динамический диапазон нулевой. Опять же, сейчас мы залезем в редактор, и я вам покажу, что отсюда ничего больше вытянуть не получится. Не то, чтобы это была катастрофа. Вообще снимать нужно на хорошем свету. Но Vivasa вам позволит немножко ошибиться. А на iPhone вам все-таки придется корпеть. Ну что ж, пора подводить итоги. Я, как владелец 14 и 15 Pro Max в относительно недалеком прошлом, не могу не отметить, что при общей ущербности iOS я с чистой душой мог рекомендовать до этого айфоны как средство для видеосъемки некоторым людям, потому что получать стабильно годную картинку с айфонов просто благодаря приложению Blackmagic Camera. Там всего лишь выбираешь гамма-кривую HDR, и что эквивалентно HLG в 14 и старше, или Apple Log на 15 и новее. Все реально, кроме этого больше ничего настраивать не надо. Одну настройку делаешь, после этого выбираешь разрешение, сколько тебе нам нужно кадров в секунду, 24, 30, 60, 120, и модуль камеры. Даже в автонастройках экспозиции снимаешь, у тебя все стабильно, красиво красится, получается очень легко. И учитывая, что творческие люди обычно в этих технических нюансах не разбираются, зато они знают, как рассказать историю, с какого ракурса снимать и при каком свете, им вот эти все пиксели вообще нахрен не нужны, эти дрочь с настройками. И да, конечно, точка входа в логарифм с Android смартфонами гораздо ниже, потому что если на Apple этот самый логарифм появился начиная с 15-го, это было буквально там год назад, то на Android смартфонах логарифм доступен еще с 2017 года с выходом LG V30. Да, конечно, там были маленькие сенсоры, из них особо ничего не выжмешь, но и то можно было как-нибудь там творчески покрасить. Xperia, начиная с 2018 года в XZ2 Premium тоже предлагает HLG, который сейчас доступен на iPhone 14 и старше. И даже до сих пор Sony предлагает именно HLG как логарифм в родном приложении камеры. Он не самый агрессивный, но его тоже можно творчески как-нибудь там покрасить. И теперь, благодаря тому, что у нас появляется Vivo, который начиная с X200 Pro прям из коробки, без всяких страданий, без необходимости выбирать эти комбинации гаммутов и гамма-кривых, предлагает нам шикарный логарифм с удобными настройками и снимает это все дело стабильно. Тебе не нужно думать, а вылетит ли приложение при таких настройках. Ты просто выбираешь нужные тебе настройки и снимаешь. И творческим людям, не только вот таким вот технарям, как мне, это очень даже будет нравиться. И сейчас, благодаря тому, что здесь логарифм такой крутой, оно снимает круче, чем iPhone. И не сильно замороченнее. Все, на этом iPhone не нужен больше. Конечно, можно еще спорить о том, что iPhone как смартфон интереснее, потому что, да, я не буду спорить с тем, что экраны у айфонов откалиброваны в среднем лучше, чем у Android смартфонов. Звук из динамиков у айфонов лучше, чем у большинства Android смартфонов, кроме, наверное, Xiaomi-шек и Honor с Huawei. Там вот динамики первоклассные у Honor и Huawei, даже еще лучше, чем у айфонов. Но при этом у айфонов iOS, ты, короче, в экосистеме Apple должен будешь вариться. И мне это лично не нравится, несмотря на то, что у меня MacBook, там iPad, я пользуюсь техникой Apple, мне во многом она нравится. Кнопка камеры, кстати, у айфонов немножко лучше, чем у Vivo, потому что она здесь нажимается, в конце концов, физически. А у Vivo она чисто сенсорная. Но и на Vivo тоже можно полунажатие для блокировки фокуса использовать. Это удобно. И на айфоне так можно, и на Vivo так можно. А Oppo почему-то до этого не догадались. Поэтому если человеку нужен именно не смартфон, а в первую очередь видеокамера в кармане, все, это безальтернативно. И причем разница по качеству вы сами увидели, насколько большая. С айфона картинка просто жирная. Ее сложнее красить. Шумы в тенях даже днем, блин. Это просто кошмар какой-то. Я не ожидал, что Apple настолько сильно может слить какому-то ноунейму из Китая. Хотя Vivo это далеко не ноунейм, но тем не менее. В принципе, на этом уже давно можно было поставить точку. Но через страдания, а теперь, благодаря тому, что логарифм здесь из коробки, круче, чем на айфоне, прокачанном Blackmagic камерой. Двойная точка. У меня на этом все. Увидимся в следующем ролике. Пока.
Ну и, наконец, курс молодого бойца по покраске логарифма, снятого на будь что там, на камеру, на смартфон, на iPhone, на Vivas, без разницы. Показываю, как это делается в DaVinci. Я предполагаю, что вы без меня сможете разобраться, как создать проект, положить файлы на таймлинию, поэтому показываю чисто самое важное и то, в каком порядке это делается. Значит, вот у меня уже таймлиния есть, вот у меня файлы, я уже поделил налево-направо. Сделаем вот так вот в один экран, чтобы это все было более очевидно. Я захожу в покраску через Shift-6, я не люблю мышкой тыкать во всякие эти штуки. Значит, вот смотрите, у нас слева от Vivas, справа от iPhone, значит, видео. Первым делом нам нужно создать несколько нод. Желательно штук 5. И для iPhone, и для Vivas сделаем по 5 нод. Как мы преобразуем и в какой ноде мы, собственно, эту самую контраст придаем картинке? Делается для iPhone это через Color Space Transform. Вот в эффектах, здесь справа эффекты, мы берем Color Space Transform и кидаем на последнюю ноду. Для iPhone это делается через Color Space Transform. У нас цветовое пространство Rec 2020 и input гамма Apple Log. Все, мы придали контраст картинке с iPhone. Замечательно. В некоторых случаях этого вообще в принципе достаточно. После этого больше ничего с картинкой делать не обязательно. В случае с Vivas мы идем в луты, потому что для Vivas есть пока что только лут, а трансформации нет. И кидаем вот этот лут, который я уже установил себе на комп, на последнюю ноду. Все, картинка с Vivas покрашена. Можно вот это закрыть, и справа тоже это все можно закрыть. Таким образом, мы привели картинку из широкого цветового пространства в цветовое пространство для монитора Rec 709. И делается это в последней ноде. Все коррекции применяются к широкому цветовому пространству, к исходному объему данных. И в самой последней ноде это уже покрашенное видео сжимается до цветового пространства экрана. Так это работает. Не нужно сначала конвертировать, а потом пытаться со сжатым изображением работать. Делается это именно в такой последовательности. Сначала работаем с большим объемом данных, потом его сжимаем. Что мы сначала делаем с картинкой с Vivas? Вот, допустим, в первой ноде я хочу прибавить яркость. Идем вот сюда вот, в Primaries, вот в этот вот, значит, инструмент, в эту вкладку. И при помощи Offset, именно Offset, не какой-либо другой инструмент, мы придаем вот такую вот яркость кадру. Смотрим на, значит, инструменты. Вот такая вот яркость мне нравится. Окей, хорошо. Мы придадим название сюда, Exp, яркость. Значит, во второй вкладке я буду баланс белого регулировать. Вот так вот сделали чуть теплее при помощи вот этого вот инструмента Temp. Это самый простой способ. Можно, конечно, через колеса, но сейчас мы делаем самым простым способом. Вот так вот. Прибавили немножко теплоты. Как по мне, смотрится достаточно хорошо. Но при этом, смотрите, картинка с Vivas очень шумная. Мы хотим отшумодавить картинку с Vivas. Вообще, по фэншую шумодавить нужно в самой первой ноде. Но на маках это просто повешает систему, поэтому я шумодавлю в самой последней ноде. Так картинка получается не самой чистой, но зато Mac при этом не вешается. Значит, у меня вот конвертация произошла в пятой, шумодавлю я в шестой. Идем вот в эту вкладку. Здесь у меня в пространственном шумодаве я выбираю Ultra NR, нажимаем «Анализировать». Получили вот этот квадратик и кладем его туда, где мы хотим анализировать фактуру шума. У нас сразу двигаются здесь значения. Я знаю, какие я хочу получить параметры, поэтому я люма убираю в самый низ, чтобы получить зерно. Можно 2,7. Через Ctrl-F смотрим и получаем, в принципе, приятное зерно. Можно даже хрому немножко прибавить. В принципе, вот так вот хорошо. Теперь смотрим на картинку с iPhone. На картинке с iPhone слишком темно. Мы в первой ноде, давайте ее назовем Exp, яркость, да, идем сюда, прибавляем яркости, немножко лагает, потому что шумодав отнимает ресурсы. Отключим шумодав на всякий случай, да, чтобы у нас все работало быстрее, потом его можно в самом конце включить. Вот прибавили яркости картинки с iPhone, и что мы здесь видим? Давайте включим обратно шумодав с Vivas, чтобы картинки посмотреть на большом экране. И вот так вот выглядит, вот, значит, этот клип. Смотрите. Что можно вытянуть из этой картинки на айфоне? Да ничего. Это просто мусор. Здесь нет потенциала. Если с Vivas еще что-то можно вытянуть, то с картинки, полученной на iPhone, уже ничего не вытянуть. Тут нет ни деталей. Ну, конечно, можно там пытаться на хорошем свету что-то сделать. Но я показываю потенциал.
Это вот максимальный потенциал Vivo в самых, что ни на есть, ужасных условиях. С Vivo что-то можно вытянуть, а вот картинка, которая получается на iPhone. А теперь посмотрим с вами на еще пару сцен, чтобы примерно прикинуть, какой динамический диапазон у Vivas можно вытащить и какой динамический диапазон у iPhone. Вот в этой сцене у нас солнце светило прямо в камеру. Идем в самый конец этой самой сцены. Вот так вот. Солнце светит и прям в iPhone, и прям в Vivas. Добавляем несколько нод здесь. Это вот у нас, значит, Vivas. В последнюю ноду кидаем Loot вот так вот. Это вот у нас iPhone. Здесь тоже делаем пару нод. Color Space Transform. У нас здесь Rec 2020. Это мы уже знаем. И Apple Log. Появился контраст. Убираем ненужные вкладки. И вот смотрим конкретно вот в этом моменте, где у нас солнце светит прямо в камеру, что можно сделать. Идем в первую самую ноду и пытаемся просто хайлайты убрать в ноль на iPhone. И делаем то же самое для Vivas. Берем первую ноду и убавляем хайлайты в ноль. Посмотрите, на Vivas картинка светлее и выбито меньше неба. На iPhone картинка темнее. И посмотрите, здесь вот это вот даже видно фактуру матрицы в блике. Ну это просто трэш какой-то. И вот выбито больше. То есть очевидно, что на iPhone у нас потенциал сцены хуже. Мы не можем вытащить то, что мы можем вытащить на Vivas. Давайте попробуем немножко творчески здесь поступить. Мы можем немножко хайлайты прибрать здесь. И немножко вот при помощи лифта придать контраст. Сделаем лифт вот так вот. И средние тона мы немножко поднимем. Немножко вот так вот средние тона. Все, в принципе, с Vivas разобрались. Теперь делаем то же самое для iPhone. Мы на iPhone убираем вот это вот. Мы немножко тянем тени вот так вот вниз. Делаем средние тона. То есть, в принципе, при желании можно придать какой-то там творческий вид этой сцене. Но чисто вот с технического потенциала сцены ничего здесь уже не сделаешь с этим выбитым небом. Его можно только еще ярче сделать и какого-нибудь халейшн сюда накинуть, чтобы это смотрелось творчески. Где у меня тут халейшн? Вот так вот кидаем халейшн, и все, картинка типа вот такая вот киношная, смотрите. Но это бред, потому что когда мы оцениваем потенциал камеры, мы оцениваем потенциал камеры. И у iPhone его очевидно меньше. Халейшн можно и на Vivas накинуть так-то. И на Vivas тоже будет смотреться круто. Вот смотрите, халейшн такой. Вот этот вот блик такой красный. То есть халейшн вообще на что угодно можно. На Nokia 3310 накинуть. Так, смотрим еще на вот эту вот сцену, где совсем все темно. Здесь вот у меня тоже с Vivas типа цвет некрасивый, да, показываю как раз цвет буквально в одно движение. Исправляем, добавляем красного, и у нас появился нормальный цвет. А что можно сделать с iPhone? iPhone мы пытаемся немножко сделать холоднее сцену, потому что она слишком теплая. И добавляем немножко красного, да, потому что слишком много зеленого. Вот просто на глаз. Опять же, мы не делаем лабораторного теста, мы просто пытаемся эти картинки более-менее сопоставить. Зумим немножко, посмотрите, что у нас получается. Значит, на Vivas у нас картинка резкая, на iPhone у нас мыло. Блин, я опять в последней ноде делаю коррекцию. Нужно это все перенести, Ctrl-V, Ctrl-C, убираем отсюда Color Space Transform, отсюда убираем вот эти вот коррекции. Все. Все нормально. Вот просто потенциал сцены. Что можно здесь сделать? Смотрим на весь экран. Что можно сделать с мыльной картинкой? Вы детали сюда не добавите. Цвета собрал больше Vivas тоже. Не знаю, тут как вот можно говорить о том, что iPhone король видеосъемки. Ну давайте еще шумодава накинем, да, чтобы с Vivas картинка не так смотрелась шумно. Заходим сюда, вот, делаем Ultra Noise Reduction, анализировать. И так как у нас не очень много шума на самом деле, мы можем люму вообще где-то 2. Хрома — это просто шумы цветные. И смотрим, вот готовая картинка. Вот чистая картинка слева, фактурная, и мыло справа. Вот что можно с этим мылом сделать? Да ничего. Ну и еще просто, не то чтобы поиздеваться, но вот показать вот эту самую сцену. Накинем шумодав на Vivas в этой сцене, чтобы просто показать, что шумодав работает, и он довольно неплохо чистит картинку. Можно здесь поменьше тоже где-то вот люма сделаем 5.0, хрома 10. Вот картинка с Vivas. Немножко зернистая, да? Что можно сделать с iPhone? Давайте на iPhone еще шумодава накинем. Он и так шумодавит из коробки, да? Накинем на него еще шумодава. Здесь шумодав вот тоже делаем Ultra NR. Анализировать. Убрали шум, и вместе с ним пропало все. Ну, давайте люма уберем, чтобы как и на Vivas, да? Люма, вот, допустим, 4.0. Много. 1.0. Хромы тоже много. Вот 2. Вот о чем можно говорить, когда с Vivas мы, в принципе, получаем настоящий цвет кожи. Это настоящий цвет кожи, честный. А вот это вот с iPhone.
Я на этом, в принципе, прощаюсь с вами. Мне больше добавить нечего. Пока.